Google Stadia. Игровой стриминговый сервис от Google. Думаю, что многие зрители уже должны были про него слышать. Тем не менее, если вы про него еще не знаете и вообще не понимаете, что такое игровой стриминговый сервис, то сейчас обо всем расскажу. В этом видео мы не будем говорить про Google Stadia как про какой-то там абстрактный стриминговый сервис, даже его не попробовав. Нет, я сделаю его обзор, покажу, как он работает, покажу, хорошо ли он работает на территории России, потому что он здесь еще официально недоступен. И в конце видео расскажу, что нужно будет сделать вам, чтобы попробовать Google Stadia абсолютно бесплатно. Давайте начинать. Для начала кратко, что такое вообще игровой стриминговый сервис, если вы по какой-то причине не знаете. Что нужно сделать сейчас, чтобы поиграть в условно тяжелую игру с хорошей графикой и отличным сюжетом? Первое, нам нужно железо, либо хороший производительный ПК, либо игровая консоль. И когда мы приобрели железо, нужно теперь купить еще и саму игру, чтобы в нее поиграть. Проходит некоторое время, выходят новые игры, они требуют все больше и большей производительности, а наше старое железо устаревает, и его необходимо обновлять. И этот процесс никогда не заканчивается. Выходят новые игры, необходимо новое железо, так рынок работал на протяжении последних 20 лет так точно. Но с развитием скорости интернета и его распространением по всему миру появилась новая возможность, которая раньше, к сожалению, была недоступна. Тем не менее, идея достаточно очевидна. Зачем мне иметь физический компьютер дома, если я могу арендовать мощности у какой-нибудь компании, той же самой Google, которая занималась бы его обслуживанием и обновлением железа? Все, что остается сделать, это послать команду тому самому компьютеру, который установлен на серверах, он бы нам обратно посылал картинку примерно так же, как мы с вами смотрим видео на YouTube, только мы можем им управлять в реальном времени. Это и есть игровой стриминговый сервис. Нам не нужно иметь мощный компьютер дома, он есть на серверах компании. Нам нужно лишь покупать игры и иметь доступ к хорошему интернету. Это все, что нужно. И теперь, когда у нас нет привязки к железу, мы можем перемещаться по всему миру, играть в наши игры на любом железе. Главное, чтобы был нормальный, стабильный интернет. И теперь мы переходим к Google Stadia. Почему к нему такой повышенный интерес и вообще есть ли какие-то альтернативы на рынке? Да, они есть. Например, у PlayStation есть свой стриминговый сервис, который называется PlayStation Now. У компании Nvidia есть GeForce Now. Microsoft сейчас начала развивать свой стриминговый сервис, который связан с Xbox. И есть еще, пожалуй, два крупных игровых стриминговых сервиса, которые не привязаны к корпорациям. Это Vortex и PlayKey. Но, тем не менее, выходит Google Stadia, и лично у меня к ней интерес больше, чем ко всем этим вместе взятым. Почему? Во-первых, это Google. Я думаю, что вы и без меня понимаете, что у них неограниченные технические возможности. По сути, Google это огромная часть интернета. Так вот, если мы занимаемся стримингом игр через интернет, то Google в этом явно может очень сильно преуспеть. Во-вторых, это авторитет и влияние. Мало просто иметь возможность стримить игры. Важно еще то, что ты будешь стримить, твоя библиотека игр. Так вот, как мы все понимаем, Google имеет прямой доступ на все крупнейшие игровые студии. Они могут с ними договориться, и к тому же Google уже создали собственную игровую студию, которая будет делать эксклюзивы чисто для Google Stadia, как сейчас Sony делает эксклюзивы для своей PlayStation. И в-третьих, это платформы, через что распространять свой сервис, где им можно будет воспользоваться. Конечно же, первое это Google Chrome, который, насколько я помню, пользуется больше 85% населения на планете, их основным браузером является Google Chrome. Во-вторых, это Android, я думаю, ни для кого не секрет, что это самая популярная мобильная операционная система в мире, и из последних данных ей пользуется более 2 миллиардов человек в мире на постоянной основе. В-третьих, это хардверная составляющая. Помимо Android у них есть еще и собственные смартфоны Google Pixel, а также Chromecast, которые позволяют иметь доступ к телевизорам. То есть мы уже покрываем все компьютеры с помощью Google Chrome, покрываем большинство мобильных устройств с помощью Android. И в-третьих, мы покрываем телевизоры с помощью Chromecast. И в-четвертых, это YouTube, то место, где мы сейчас с вами общаемся. Самый популярный видеохостинг в мире, второй, кстати, по популярности сайт после самого Google. Уже показали множество интеграций, как, например, человек смотрит какое-то видео летсплей, ему появляется флажка. Хочешь поиграть в эту же самую игру? Нажимаешь на один клик, и ты уже в нее играешь через браузер Chrome. Так это все прекрасно работает. Это и есть экосистема Google, которая прекрасно встраивается в Google Stadia, игровой стриминговый сервис. Горло пересохло. Бобер,
Термос Бобер выполнен из нержавеющей стали. Есть два варианта на 470 и 1000 мл и две расцветки с зеркальным и матовым отражением. Термос реально очень стильный, и у меня вариант с зеркальным отражением, и он особенно красиво блестит на солнце. Что касается сохранения тепла, то если вы возьмете термос на улицу зимой, то тепло будет удерживаться до 46 градусов в течение 15 часов. А если хранить термос в комнатных условиях, то тепло будет сохраняться до 60 градусов в течение целых суток. Я специально проверял эти показатели, тепло держит ровно как на графиках. Все благодаря запатентованной технологии двойных стенок и медной обработки внешней части колбы. Тепло внутри сохраняется надолго, а снаружи термос вообще никак не нагревается и сталь остается прохладной. Верхнюю крышку можно использовать как кружку, а пластиковая проводка помогает не обжигаться при питье. А еще мне нравится, что с узкого горлышка жидкость сразу сливается по направлению, а не перетекает по корпусу. В старых термосах меня это всегда бесило. Сейчас в карантин я утром наливаю целый термос горячего чая и пью его целый день, не отходя от рабочего места. Жду не дождусь взять его уже на улицу наконец-то. Я бы посоветовал брать версию на 1 литр, она чуть габаритнее версии на 470 мл, но по объему, как вы понимаете, в 2 раза больше. Чтобы было видно меньше отпечаток, то, пожалуй, стоит брать матовую версию. У меня зеркальная, хотя вот через неделю отпечатки уже не так виднеются, как в первые дни, но тем не менее они все равно есть. Упаковка не менее стильная, чем сам термос, так что в подарок тоже очень подойдет. И, кстати, термосы Бобер удостоены премии Red Dot Awards, это как Оскар в промышленном дизайне, если кто не знал. Ссылка на термосы Бобер в описании под видео. И если вы реально заинтересовались термосом, то у меня есть один промокод на скидку в 20%. Напишите в комментариях, что хотите его купить, и я на рандом вышлю одному человеку через неделю после выхода ролика. Главное, не забудьте указать соцсети, где с вами можно будет связаться. Переходим дальше к Google Stadia. Итак, с основой разобрались, переходим к деталям. Платная ли Google Stadia? И да, и нет. Во-первых, сам сервис абсолютно бесплатен, то есть с вас не берут деньги за регистрацию, за доступ к нему, либо сколько часов вы там наиграли. Нет, это все абсолютно бесплатно. Единственное, что будет необходимо, это купить саму игру, как сейчас в Steam, вы ее покупаете и можете свободно играть. Так это и работает. Есть, грубо говоря, две подписочные модели. Первая, это то, о чем я сказал, Google Stadia Base, абсолютно бесплатный доступ к сервису. Нужно всего лишь купить игру, но ограничение состоит в том, что вы можете стримить игру максимум Full HD 60 FPS, хотя, как по мне, вполне себе достаточно. И вторая подписочная модель это Stadia Pro. Здесь все точно так же, бесплатный доступ к сервису, также нужно будет покупать игру, но есть следующие бенефиты. За $9.99 в месяц, это если что американская стоимость, можно иметь доступ к целому набору игр, включая Destiny 2, PUBG, Dirt и многим другим, вплоть до 15 штук. Их не нужно покупать, они идут вместе с подпиской. Но помимо этого подписка нам также дает доступ к распродаже, например, игра стоит $60, а купить ее можно будет за 30, если вы купили подписку за $10. И последнее, если вам недостаточно качества стриминга Full HD 60 FPS в бесплатной версии, то Stadia Pro дает доступ к 4К 60 FPS. Здесь уже главное, чтобы потянул интернет, нужно реально хорошее соединение. Переходим к самому процессу, как же работает Google Stadia. Я буду разбирать версию на ПК с Google Chrome, про мобильное устройство поговорим чуть-чуть попозже. Для начала нужно зайти на сайт stadia.google.com, зарегистрироваться там, и вы получаете доступ к порталу Google Stadia. Здесь нас встречает всего две основные вкладки. Первая это Home, здесь нам показываются игры, которые мы уже купили через Stadia, либо которые мы взяли из бесплатного пакета. У меня, например, это PUBG, Grid и Serious Sam Collection. Далее переходим на вкладку Store, то есть магазин, и какие здесь есть разделы. Первое это New Releases, то есть игры, которые недавно появились в Google Stadia. Далее идет раздел со скидками, если у вас есть подписка Stadia Pro. Напомню, она стоит $10, но за нее можно купить Mortal Kombat 11 со скидкой 50%, раньше стоил 60, а теперь 30. А Assassin's Creed Odyssey так вообще раньше стоил $60, а с подпиской можно купить за $20. То есть сама по себе подписка достаточно выгодна. Далее идут игры, которые чаще всего покупают на Google Stadia. Например, в момент записи видео это Red Dead Redemption 2, The Division 2, Borderlands 3 и Doom Eternal. Далее, если у вас есть подписка Stadia Pro, то можно взять какую-нибудь из игр, которые идут в комплекте абсолютно бесплатно и играть в нее неограниченное количество времени. На момент записи видео в наборе идут такие игры, как Destiny 2, Zombie Army 4, PUBG, Creed, Serious Sam, Guild и менее известные игры. В общем сложности их здесь более 12 штук. После раздела с играми по подписке идет раздел со скидками. Здесь игры не только которые идут по подписке Stadia Pro, но также отдельные скидки. Например, NBA 2K20 можно купить за $20 вместо 60.
И последним идет раздел со всеми играми. И, конечно, если сравнивать Google Stadia с другими платформами, как Steam, либо Epic Store, то их здесь вообще немного, более 70 штук. Тем не менее, есть крупные тайтлы, которых я уже перечислял. Red Dead Redemption, Tom Clancy's, Doom, Borderlands, Mortal Kombat, Metro Exodus, Division 2, Tomb Raider и другие игры. Итак, мы купили игру в Google Stadia. Что происходит дальше, как вообще в нее играть и насколько хорошо ли в нее играть по интернету. Напомню, что опять же Google Stadia на момент записи видео официально в России недоступен, то есть нужно подключаться по VPN соединению. Тем не менее, давайте посмотрим на результаты. Во-первых, сами игры запускаются просто моментально. Ты выбираешь игру, нажимаешь на кнопочку Play и все, игра запускается, тебе не нужно ничего ждать, никаких загрузок, она сразу загружается по интернету, чисто как будто бы мы смотрим видео на YouTube, не нужно ничего ждать. Я полноценно протестировал 3 игры, это PUBG, Grid и Serious Sam. Давайте посмотрим на результаты, вообще комфортно ли в них играть через Google Stadia. Начнем с PUBG. Вообще, когда я только начал тестировать Google Stadia, изначально ее не было в наборе бесплатных игр. Тем не менее, ее добавили, сообщили об этом по email рассылке, и я сразу же закинулся ее тестировать. Потому что до этого я играл в мобильную версию и, в принципе, был знаком с этим миром, и просто хотелось протестировать, как же ее играть на компьютере, потому что вообще это очень производительная игра, и железо нужно нереально, чтобы она игралась в хорошем качестве и без лагов. Вообще, играть достаточно комфортно. Игра и правда идет с фреймрейтом 60 FPS, но вот что касается графики, то здесь она, я не могу сказать, что она прям хорошая в PUBG, что-то среднее между, знаете, Full HD и 460, то есть она бывает временами скачет от хорошей к плохой, и вот что-то среднее, наверное, на уровне HD. Все происходит автоматически, как и на YouTube. Если интернет-соединение где-то подлагивает, его не хватает, то качество становится хуже, но как только оно восстанавливается, то качество игры сразу становится более высоким. Что касается задержек, то есть того временного промежутка, как мы нажали на клавишу, либо пошевелили мышкой, и это отображается у нас на экране. Вообще могу сказать, что я задержку как таковую не почувствовал. Возможно, она была вот прям небольшая, но для комфортной игры в тот же PUBG мне было абсолютно комфортно играть в эту игру. Например, из всех серий, что я играл в PUBG, я стабильно входил в топ-10 игроков, и там играли абсолютно не боты, то есть приходило реально заморачиваться, прятаться, стреляться с ними. Было все как в настоящей игре. И опять же напомню, что вот это все качество игры и задержки, это все через VPN, то есть мы сначала подключаемся к серверу где-то в Европе, и от него уже потом получаем обратный сигнал. А представьте, если бы это все было напрямую, и Google Stadia официально был бы в России, было бы вообще огонь. Я, кстати, замерил, сколько точно естся интернета при игре в тот же PUBG. Так вот, мне показывают результаты от 30 до 40 мегабит в секунду при активных каких-то движениях. Если просто стоять на месте, то игра ест примерно 20 мегабит в секунду, то есть нужно рассчитывать на то, чтобы у вас интернет был минимум 50 мегабит в секунду для комфортной игры в тот же PUBG. Далее переходим к игре Grid. Хотя это гонки и не шутер, тем не менее задержка здесь также очень важна, потому что если наше действие выполнится не так, как мы его задумывали, то все пойдет не по плану, мы просто проиграем гонку. И здесь, кстати, интересный момент, потому что когда я только начал тестировать Google Stadia, я в основном его тестировал на гриде, и у меня был интернет 30 мегабит в секунду. Живу я в Санкт-Петербурге, то есть достаточно близко в Европе. Тем не менее, его категорически не хватало, и потом мы решили обновиться семьей до 100 мегабит в секунду. Это не было связано напрямую с Google Stadia, но мы поняли, что в принципе как-то 30 мегабит уже достаточно маловато, и сотки, пожалуй, будет достаточно. Так вот, что касается 30 мегабит в секунду, играть вообще нереально. Во-первых, мало того, что сама игра тормозит, то графика от Full HD и HD просто постоянно меняется до 360p, обратно к 460, Full HD, HD. В основном это где-то что-то среднее между HD и 460. И если в PUBG я еще могу понять, потому что там сама по себе графика такая себе, то вот в Grid она реально хорошая, если подгружается до того же Full HD. Сейчас вы видите, как игра играется при 30 мегабит в секунду, находясь в России, и при 100 мегабит в секунду. При 30 это постоянные баги, играть невозможно. При 100 это полноценная игрушка, и если сравнивать так вот в численном количестве, то при 30 мегабит в секунду, пожалуй, из 100% времени где-то 60-70% ты лагаешь, тебе некомфортно играть. При 100 мегабит в секунду этот показатель составляет где-то 5%, то есть изредка лаги могут случаться, тем не менее они не особо влияют на сам игровой процесс, то есть игра как играется, так и играется. У тебя максимум там графика может где-то упасть. Если у нас компьютер дома, то как происходят глюки? Сама игра идет в таймлайне, тем не менее иногда могут происходить глюки, но мы видим все равно процесс игры, и мы можем им как-то управлять, как это все происходит в Google Stadia. То есть вот идет таймлайн, время игры идет, мы играем, хопс, у нас происходит глюк, время таймлайна игры идет, она сама по себе продолжается, а ты не получаешь
получаешь картинку, ты ничего не можешь делать, игра на твои движения никак не реагирует. Потом тебя резко перекидывает, допустим, через 5-10 секунд, а ты уже проиграл в той же самой гонке. Ты не повернул, ты не нажал на газ, все, игра проиграна. И вот это отличается глюки, когда мы играем у себя дома на компьютере и когда мы играем через стриминговый сервис. Я, кстати, дома пользуюсь роутером Google для раздачи интернета, и там есть специальная настройка оптимизировать интернет под Stadia. Я попробовал без него, с ним, разницы абсолютно никакой нет, но я думаю, разница, скорее всего, в том, что мы находимся в России, и здесь сервис официально недоступен. Если бы я жил где-то в Европе, то, возможно, разница бы была в более-менее стабильном соединении, но вот такая экосистема тоже присутствует. Также я протестировал Sirius Sam и при 30 мегабит в секунду, и при 100 мегабит в секунду, и в принципе эта игра играется вполне хорошо и при 30, и при 100, потому что она не слишком динамичная, там графика не супер такая навороченная, все-таки игра старая, и в нее можно реально комфортно играть даже при слабом интернет-соединении, что я и делал, было реально очень прикольно. Google Stadia я тестировал на моем MacBook Pro, приставку Pro можно отбросить, она не касается каких-то игровых процессов, и сами игры здесь идут максимально простенькие, без лагов. Конечно же, такие игры как PUBG, либо Grid я бы, конечно же, не смог никак поиграть, разве что только не через стриминговый игровой процесс. И это офигенно, когда тебе не нужно иметь мощный комп, а можно иметь тоненький ноутбук, тем не менее ты можешь играть в полноценные тайтлы абсолютно спокойно. И даже если у вас очень дешевый ноутбук, главное иметь более-менее неплохой экран, больше абсолютно ничего не нужно. В этом и прелесть игровых стриминговых сервисов. Что по поводу настроек. В играх можно настраивать абсолютно все, что угодно, кроме графики. Она здесь настраивается автоматически и к ней нет никакого доступа. А что касается настроек самого сервиса, то здесь их также не очень много. Можно выбрать свое имя. Оно, кстати, выбирается на один раз. Больше его менять нельзя, разве что через связь с поддержкой. Также можно выбрать аватар. Нельзя выбрать какой-то кастомный аватар. Можно выбрать только из тех, которые тебе дают на выбор. Также есть настройка для друзей. Она достаточно стандартная. Это то, кто может тебя приглашать в друзья, кто может видеть твою активность, какие у тебя есть игры, твои показатели, кто может приглашать тебя вместе играть и так далее и тому подобное. В принципе, стандартные настройки. Также есть настройка по подписке на Google Stadia. Здесь ее можно спокойно отключить и не нужно лезть в какие-то дебри, как на некоторых других сервисах, где прям подписку очень сильно прячут. Здесь все на видном месте, что достаточно хорошо. Также есть 3 скрытые настройки. Это Desta Usage and Quality, видимо, настройка интернет-соединения и качества при плохом соединении, что-то типа того. Дисплей, здесь даже не имею понятия, что можно настраивать, просто ничего не говорит. И Google Assistant, то есть как можно взаимодействовать с Google Ассистентом, спрашивать у него какие-то подсказки, попросить его сделать скриншот, помочь при прохождении и так далее и тому подобное, то, что было анонсировано при презентации Google Stadia. И вот все эти 3 настройки нас отсылают в мобильное приложение Google Stadia, потому что они недоступны на ПК по какой-то причине. И тут мы плавно переходим к Google Stadia и возможность играть на смартфонах, на планшетах, на телевизорах. Главное, чтобы был стабильный интернет. И вот тут, конечно, уже есть ограничения, то есть если на компьютере мы спокойно садимся и играем, нужен только сам компьютер, то вот чтобы играть на смартфонах, планшетах и на телевизорах, нужен специальный контроллер, и его можно купить только через Google Store. Стоит это дело все $129, это американский ценник, и в комплекте идет не только сам контроллер Google Stadia, но еще и Chromecast на 4K. Если попробовать зайти в приложение Google Stadia на Android, то он тебе сразу говорит, что подключите Google Stadia через Bluetooth, либо там Wi-Fi, не знаю, как это все происходит, и тогда мы вас дальше пустим. И из него он никуда не пускает. А если зайти в Google Stadia на iPhone, то значит, что он говорит? Не подключи контроллер, а купи себе Android смартфон, потому что Stadia есть только там. Такая вот забавная фигня. Что касается игры на мобильных устройствах, то я рекомендую посмотреть ролик канала Droider. Они также делали обзор Google Stadia, но они сделали больше упор именно что на мобильные устройства. Ссылочка будет сейчас в правом верхнем углу. И последнее, как я обещал в начале, вы тоже можете поиграть в Google Stadia абсолютно бесплатно на компьютере, по крайней мере. Что вам для этого нужно? Первое, для того, чтобы зарегистрироваться в Google Stadia, вам нужен будет американский Google аккаунт. С российским он вас туда попросту не пустит. Я не буду рассказывать, как завести американский Google аккаунт, это все достаточно просто. Поищите в интернете, если у вас его еще нет. Как раз таки пригодится для будущих сервисов, лично мне очень часто пригождается. Второе, вам нужен будет хороший VPN-сервис, не бесплатный, я пробовал с бесплатным, даже с хорошим интернетом будут дикие лаги, будет все лагать, вообще никакой не годится. Нужен будет хороший VPN-сервис, и если у вас его сейчас нет, то в принципе можно зарегистрироваться на любом из них и получить какой-нибудь доступ, знаете, бесплатно на 14 дней, либо на месяц, и получается ни за что не нужно будет платить, если вы просто хотите хотя бы попробовать поиграть. И как только вы зарегистрируетесь в Google Stadia, то вам дадут бесплатную подписку на 2 месяца Stadia Pro, и можно будет играть тот же самый PUBG, Grid, там Destiny 2 через Stadia абсолютно бесплатно, что я сейчас иногда и занимаюсь, играю в тот же самый PUBG, мне очень нравится, мой бы MacBook его 100% не потянул.
И еще один момент, я думаю, чем ближе вы живете к Европе, то есть в европейской части России, то у вас будет все более-менее нормально. Если вы живете где-то в Екатеринбурге, Новосибирске, то думаю, что будет все достаточно плохо, потому что расстояния все-таки огромные, а в российских серверов Google Stadia нет, они есть только в Европе. Но если вы живете в Сибири, то попробуйте напишите в комментариях, мне реально будет интересно, нормально ли у вас соединение, либо такое себе даже при хорошем интернете. В общем, такой вот он Google Stadia, мне реально очень понравилось, именно сам такой концепт того, что ты играешь через интернет, даже несмотря на то, что тот же самый Stadia недоступен в России, играть можно абсолютно спокойно. И я знаю, что есть опять же российские аналоги с российскими серверами, мне не так интересно именно поиграть в саму игру, мне интересно пробовать технологию, поэтому я, опять же, являюсь фанатом Google, Apple, мне было интересно попробовать это от них, и я думаю, что эта серия ждет большое будущее, если все будет делаться хорошо и грамотно. Как-то так. Огромное спасибо, что досмотрели данное видео до конца, если вы до сюда дошли. Надеюсь, что вам понравилось и вы поняли, что такое Google Stadia. И опять же, попробуйте поиграть сами, это реально неплохой экспириенс. Пишите ваши комментарии, мне будет интересно почитать. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.